Здорово всем, здорово всем. В сегодняшнем видео мы продолжаем изучать Накаму и все то, что связано с Накамой и дефолтом, да. И прежде чем начать вообще знакомиться с какими-то функциями м, и вообще уже писать какой-то код, и разбирать примеры, нам необходимо остановиться и подумать вообще, м, где что подсмотреть, вот, на случай чего, чтобы мы могли самостоятельно какие-то вот, ну, решать проблемы, когда у нас, допустим, АИ тупит, например, да, вот нейросети тупят, например, да, ничего не могут, это все дела, и ссылки вот это все давать. Но давайте вот мы решим этот вопрос сегодня раз и навсегда. Так, все знают, что вот Heroic Labs — это компания, которая разрабатывает вот это вот все, да. Она имеет сайт свой, имеет здесь вот этот фреймворк Nakama. И если мы перейдем вот в Heroic Labs, мы увидим, например, здесь вот Nakama. Вот так. Заходим вот сюда. Мгм. Здесь вот особенности, все вот это вот смотрим, да. И что мы делаем? Вот у нас есть документация, да. Можем зайти сюда. И все вот здесь вот открыто. Перед нами весь мир просто. И здесь различные установщики, вот это все, да. Это мы уже проходили, вот смотрели, здесь устанавливали на Windows. Здесь можете на Linux установить, на macOS. И здесь а, команды. Так, для миграции, для Nakama. То есть это параметры, которые у нас оказываются, могут быть указаны здесь, да. Вот. Это уже другой, это конфиг. Сегодня я вам покажу его. Вот. Так, версии у нас тут для Накама, да. Ну, то есть вот важные вещи, которые связаны с конфигурацией. Здесь то же самое, вот все указывается, например, ам, юзернейм, вот консоль юзернейм, вот это вот с помощью вот этого юзернейма мы можем войти в консоль, которую в прошлый раз в том видео мы заходили, логин и пароль, вот. То есть там пароль, должен быть еще вот паспорт, консоль паспорт и юзернейм. Помните, нам высвечивался варнинг, предупреждение о том, что вот у нас не установлен пароль, да? И, собственно говоря, мы можем изменить его даже. Ну, мы что и будем делать. Так, ну и здесь различные остальные какие-то вот категории, да, то есть разделы, которые вот, если честно, я даже не заходил. Так, что у нас еще есть? Основные концепции Накама. Это 100% нужно почитать. То есть вот эти вещи нужно 100% посидеть, почитать с конспектом, да, желательно, да. Если вы хотите прям, ну, действительно вот, ну, вот разбираться, э, понимать, что вы делаете, да, что вообще нужно вообще, да. Если, особенно если у вас вообще не было опыта работы с, с какими-то фреймворками подобного характера, да, это 100% нужно, я считаю. Потому что, ну, это база вот. Здесь, в принципе, более-менее, вот если ты с нейросетью будешь это изучать, вот в целом, как бы, ну, почерпнешь это знание и у- худо-бедно, но представление будет хоть какое-то, да. Вот. Так, у нас есть сервер фреймворк, да. Тоже нужно прям 100% прочитать. Необходимо прочитать, да. То есть для того, чтобы мы могли м, тоже ориентироваться, да. Потому что вот здесь вот кстати, да, вот я хочу сказать то, что вот это вот 100% прочитаем, да, вот это вот читаем. Здесь вот это вот TypeScript, Go, Lua — это все зависит от того, что какой язык вы используете для написания серверной логики. То есть я использую Lua, да, потому что другие я не знаю, и поэтому я все буду писать на Lua. И здесь, скажем так, все объясняется, да. Какие-то некоторые моменты подсвечиваются для Lua. Здесь, например, вот API есть для обработчика матча. То есть, когда вы будете писать это, допустим, мы будем писать это серверную логику, да, вот матча, да. То есть мы видим, например, матч handler API, да. Здесь функции все расписано, это, да. То есть это мы будем с этим работать, да, работать, вы поэтому обратите на это внимание. И здесь то же самое, вот все это необходимо для работы вот, связанной со всем вообще. Так, ну это здесь примеры какие-то у нас. Здесь это примеры у нас, связанные, да, какие-то примеры вот, в общем-то, полезные могут быть. Вот, ну вот клиент libraries, да,
Это уже библиотека, это уже SDK, это уже написанный код. А, Скорее всего, ну, точнее, не скорее всего, да, а точно. Так, здесь написано здесь библиотека. Так, здесь у нас код получается по библиотеке связанный, по дефолту, да. То есть написано, скажем так, короче, это клиент SDK, да. Здесь работа с SDK дефолт или дефолт, да, в общем-то. То есть разработчики написали а, SDK, то есть стандартные какие-то там функции определенные, которые могут работать на стороне клиента для нас. Они написали это, вот. Уважение им. Плюс ред. Нам не придется это писать ничего. Вот. Затем, получается, IP здесь у нас хранится, клиент IP. Это уже, это для REST, для запросов, в общем-то. Это вот команда для этого, для запросов, для отправки запросов. Так, ладно. Туториалы у нас здесь есть какие-то. Не факт, что они на самом деле будут с дефолтом связаны. Вот. Гайды какие-то здесь есть. Но на самом деле я рекомендую вот посмотреть какие-то вот примеры на другие игровые движки, да, потому что там все равно это по-другому подсвечивается, иначе и вы можете расширить свое представление вообще о том, как что-то нужно делать, да. То есть, ну, это может помочь. Вот. Так, ну здесь гайды у нас, так. Тоже что-то полезное. Э, Я вот, если честно, вообще даже это не смотрел. Так, ну здесь видео какие-то. Как-то я пробовал смотреть одно видео, и что-то это... Я ничего не понял, и просто закрыл и пошел документацию читать. Поэтому, не знаю, вот. Если полезно, там, напишите в комментариях, что это в реальности полезно. Вот, потому что я ничего не понял. Мне нужно было просто посмотреть что-то, изучить самому. Ну, и какие-то демки, вот. Ну, в общем-то, это, это основные, скажем так, разделы, с которыми нужно работать. Еще что мне нужно так поделиться, Ваня. Так, а, давайте перейдем вот сюда вот, на мой профиль. В общем, вот эта ссылочка на телеграм-канал, да, на телеграм-канал, точнее, на чат. Сюда вот зайдем, сюда вот зайдем. Здесь есть сетевое программирование, то, как я вот создал его сегодня. И здесь есть ссылочки а, на определенные вот как раз вот эти вот категории. И здесь есть такая ссылочка одна. Вот, GitHub. А здесь, скажем так, готовый шаблонный код. То есть, например, вот у нас матч init, то есть инициализация матча, да. А у нас это, по-моему, да, здесь у нас создается это такого процедура вот эту такого вот function, короче, вот это вот. Ну, короче, APC вот, короче, вызов, короче, удаленный. Ну, это потом поговорим об этом. То есть вот, допустим, у нас обработчик матча здесь имеется, здесь все даже расписано, то есть это полезная ссылка на самом деле, да. Ну, в общем-то, здесь турниры вот определенные, ну, в общем, заглядывайте сюда, потому что ну, в реальности полезная ссылочка. Так, ну вот ссылка, например, да, на дефолт на Kama SDK у нас имеется здесь. Можете сами это загуглить. Вот, а здесь просто берем, копируем адрес ссылки, в движок вставляем. Но это потом мы будем об этом говорить. Также, как с WebSocket у нас, это расширение, которое необходимо подключать вместе, когда ты используешь это дефолт на Kama, потому что это WebSocket, он необходим для многопользовательских игр, ну, в реал-тайме, в общем-то. Да и вообще просто так вот он, по-моему, необходимо его 100% подключать вместе с Накама. Так, ну форум, короче, на Hero Clubs. Вот. Ну еще, в принципе, все пока что на этом, да. Ну и здесь, собственно говоря, я вот что-то выкладываю, да, вот здесь можете сегодня вот код, вот, который я вот вам покажу, скопировать. Вот. Так, основные команды я буду сюда заглядывать, да. Так, в прошлый раз,
В прошлый раз мы делали, знаете что? Вот у нас есть клиент Libraries, да, мы устанавливали докер. Мы устанавливали докер, да, и проблема в том, что... Ой, я не сюда нажал. Или сюда. А, вот да, вот сюда нажал. Мы устанавливали базу данных, да, и Nakama наши, вот это вот все, вот это образы, да, как я понимаю. Так вот, здесь проблема в том, что это старый код. То есть здесь версия вот эта вообще не используется сейчас. А сейчас вообще база данных 16 версия, да, Postgres у нас 16. То есть, возможно, здесь будут уязвимости какие-то, да. Ну, в целом он рабочий, да, то есть он работает, мы его можем использовать, на самом-то деле. Что еще здесь у нас есть? М, Что еще у нас здесь? Да, в принципе, все, по-моему. То, что из такого критичного. Ну то, что здесь в логах вообще все вот эта вот команда вот она делает так, что мы можем посмотреть в логах, это наш пароль, например, да. То есть мы увидим, например, да. Вот. И как бы как-то так. Вот. Что я предлагаю? Я предлагаю просто скопировать хотя бы вот этот вот э, файл. Кстати, еще вот что нужно сказать. Сейчас код, который мы вот используем, да, докер используем, он занимает, он не имеет лимитов максимальных на то, чтобы сколько памяти нужно скушать. Вот. Сколько он может кушать в памяти у тебя. Из-за этого, скорее всего, вот, ну, вот у меня вот, например, проблемы начинаются, если я запускаю вот такой вот такой конфигурационный файл, да, докер, на основе вот этого конфигурационного файла запускаю, да, вот образ вот этого сервера, да, у меня проблема возникает. То, что он жрет вот это все и, в общем-то, как-то так. Поэтому что мы делаем? Кстати, и еще, в чем прикол? В чем прикол? Ну, прикол, у нас здесь имеется, здесь такое руководство написано, то, что мы, во-первых, у нас здесь неотносительный путь указан, да, у нас неотносительный путь указывает, при миграции это будет не очень круто. Что еще? И здесь рекомендуют создать это, допустим, м, здесь рекомендуют создать папочку, да, где у нас все там будет храниться, вот докер, да, ну, конфигурационный файл это отдельно где-то, да. Что нам нужно сделать? Нам нужно, во-первых, ну, можем, это просто как бы то, что я сейчас скажу, например, да, вы можете этого не делать, например, да. Вы можете просто оставить там как есть, это как здесь, это вообще полностью, да. Ну, просто как, скажем так, э, расширение кругозора, да. А можно, знаете, что сделать? Вот смотрите, здесь у нас сейчас это указанный пароль к базе данных, да, вот, через какую-то переменную, да. Вот, Postgres, password, например, да. И также для Nakama у нас здесь указано, да. У нас также для консоли здесь будет указано, да. Вот это все. Но мы создаем файл .nv, да, и, собственно говоря, вот сюда их записываем, да, например. И что еще нужно сказать? Здесь на самом деле очень много команд. Вы можете через нейросеть это просто посмотреть, да, что они здесь делают, да. Но вкратце, что они делают? У нас вот, смотрите, если мы сейчас посмотрим на вот этот конфигурационный файл, да, у нас здесь просто есть Nakama, да, здесь еще есть у нас Postgres, да. А у нас, вот вы когда вот посмотрите, да, у нас здесь есть Postgres, есть Nakama Migrate, да, есть Nakama просто, да. И это сделано таким образом, что у нас вначале запускается вот как бы Nakama Migrate и Postgres, да. И если, например, мы обновим образ Nakama, то есть там новую версию, например, Nakama выпустим, да, или, например, там Postgres новый, да, то мы нормально это, скажем так, мигрируем, да, и создадим на основе вот этого вот образа, да, новый как бы Nakama сервер, да, вот. Но при этом база данных все у нас останется, да, вот это все старое. Так, то есть каждым запуском у нас будет запускаться сначала Nakama Migrate, да, вот, если там версию мы изменим, например, да, то он все вот потом, как бы он поменяет там в базе данных, там строчки, например, там вот это все, там, если там версия какая-то там обновится, вот это все дела, вот. Что еще? У нас здесь вот лимиты. То есть деплой, вот ресурсы, здесь лимиты, там максимальные, минимальные, вот, например, да.
У нас все это установлено. Что еще? Ну, вот пароли здесь у нас все видим. Здесь вот, помните, вот я вот сказал о том, что мгм, вот есть команда определенные, да, вот параметры там еще были, вот, например, Docker Configuration, да. У нас все это, собственно говоря, это, у нас здесь это имеется, да. То есть вот консоль password, консоль это username, например, да, у нас здесь вот стоит. Стоп, щас, секунду. Так, надеюсь, ничего не было слышно, ладно. Написано. Так, в общем, то есть здесь указываются у нас параметры, да, с запуском, да. Здесь переменные у нас указаны как раз-то там из окружения, да, у нас. И здесь различные, вот, например, здесь ключи есть, например, да. Мгм. Вы можете это все вот через нейросеть это вот спросить, то, что вот как бы я особо прям не углублялся, да, вот прям. Но я просто старался что-то делать там, ну, а, немного, скажем так, просто игрался вот нейросетью, потому что в докере, да, если у вас установлен десктоп, я только сегодня узнал об этом, что можно через консольку запускать, скажем так, АИ, да, то есть нейросеть. И он будет, например, там, ну, он может проанализировать, например, твои файлы, да, и, не знаю, может подсказать чем-нибудь, например, тебе, да. То есть и здесь он, я знаю, что он здесь вот доступен, например, да, мы можем обратиться к Гордону, например, да, то есть и мы можем здесь ему что-нибудь написать, помоги мне там, например, помоги мне, вот почему-то у меня там ошибка какая-то там не работает, все дела, да. Я только вот сегодня узнал о том, что можно сделать это еще и как у консоли, да. То есть, да, вот зайдем, например, в консоль. Так, что мы сделаем? Кстати, да, команда. Можем посмотреть, я вот добавил основной список команд. Так, основной список команд я добавил, которые вам могут пригодиться. Например, запустить все сервисы из Docker Compose и EML в фоновом режиме, да. Так, это уберем. Так, у нас сейчас он запустится, да, потому что там идет migrate. Сейчас мы можем посмотреть. У нас сначала запускается, вот, видите, вначале он запустился первый. Сейчас у нас все запустилось, да, мы видим. Все окей, все работает. Мы видим, что у нас вот есть memory, сколько он занимает. У вас, скорее всего, будет намного больше. У меня вообще было там 6, по-моему, или 13 гигабайтов, да. Вот это ж очень много. И вот этот накам, его не нужно удалять. Его не нужно удалять. Migrate, его не нужно удалять, еще раз скажу. Вот оставляем. Так, да, давайте вот что еще нужно сказать. Можем перейти сюда в накам лобби. Можем здесь, ну, как я говорил, логи смотреть. Смотреть логи. Можем перейти, например, Postgres. Здесь у них логи посмотреть определенные, да. Накама посмотреть. То есть довольно удобно. Вот. Так, Накама лобби. У нас ничего не запущено, что ли? Нет, у нас все запущено. И вот смотрите, теперь давайте вот проверим, например, наши пароли. То есть у нас был указан пароль, вот здесь вот, да. Раньше у нас был админ это паспорт, да, но сейчас у нас другой стоит пароль, да. То есть мы сейчас имеем другой пароль, и нам нужно, давайте введем его. Там у нас есть порт 700-351. Мы сюда сейчас зайдем на него. И, допустим, админ, паспорт. Мы не можем войти сюда. Сейчас наш пароль войдем. Все. И, собственно говоря, блин, что-то прям... Так, опять там шумят на заднем фоне. В общем, мы зашли в Накама вот сюда вот, да, по паролю, который у нас указан в этом где-то файле. Вот. Ну и как бы, блин, если что-то непонятно, можете спросить, да. Можете спросить вот у нейросети, например, да. В принципе, можно уже что-то начать дальше изучать. Давайте посмотрим команду докер, докер AI. Мы можем запустить ее через консоль. Вот. И на самом деле мы можем здесь... так, welcome, first docker arena. Не сейчас, давай напишем. Так.
Так, это он там предлагал нам обучение провести. Смотрите, давайте напишем ему так. Допустим, обращайся, пиши на русском. На русском. Найди уязвимости, уязвимости в моем конфигурационном файле Docker, например. Так, сейчас нужно разрешить что-то. Так, это разрешить в несколько вызовов почитать файлы. Окей. Так, на английский переключиться. Так, смотрим. Опять на английском. Давайте. Он читает у нас файлы. Сейчас он, как мы видим, он читает файлы у нас, да? И мы все окей, да? То есть он смотрит, здесь хардкор ключей идет у нас, типа, да? Вот это все, там слабые пароли он пишет у нас. Так, ключи. Так, он хочет Так, так. Вызовы. Окей. Так, все ключи перенесены с переменного окружения из env, удален открытый порт, остался только expose, логирование изменилось, дебаг на инфо, добавляем комментарии, тестируем конфиг. И мы, в общем-то, не знаю, что он сделает. Так, я вообще ему не говорил, что делать. Он просто сказал уязвимости найди. Так, вот. Исправленное внесение, то есть что он сделал. Давайте посмотрим. Пароль для подключения на камне к базе данных. Используя сильный пароль, он написал. Ваши личные данные для входа в консоль. Можно где-нибудь open. Короче, SSL он предложил это сделать. Новый предложил. Так. Установи сильные пароли. Так. Что нужно сделать дальше? Да, сгенеруй новые ключи. Проверь, что env не в git. Ну, в общем, вы можете здесь пользоваться им, и все окей, у вас будет прекрасно. Вот. Ну, может помочь. Вот. Может навредить также, на самом деле. Вот, но вот меня выручал вообще много раз. То есть, например, да, он меня выручал. И вот пока что вроде на сегодня все. По-моему, я ничего не забыл. Вот. Кстати, да, нужно подсветить этот момент, то что а, у нас теперь докер, да, вот это вот. У нас теперь файлы это сервером, например, да. То есть мы здесь будем, сюда будем помещать это логику для нашего сервера. Вот. До этого у нас хранился где-то там, а теперь у нас он здесь хранится. Вот, тоже удобно. Создал git ignore. Прикольно. Ну, в общем, то есть этот файл не будет входить это в git. Вот, на случай, если мы захотим это в git репозиторий его отправить. Вот. Ну, в общем-то, на этом все. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, делитесь видео. Вот, это так. Давайте, всем удачи. Всем пока.